Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. Мы уже обсудили, что такое вариативность и какие возможности она нам дает. Самое время добавить ее в наш шрифт. По итогам прошлых уроков у нас с вами собралась уже небольшая касса латинских прописных символов. Так как шрифт у нас вариативный, нам нужно сделать так, чтобы у нас получилось два разных мастера и между ними происходила интерполяция, и чтобы шрифт стал полноценным вариативным. Для этого можно создать пустой слой, например, light, и в нем отрисовать все символы с нуля, но в этом особо нет смысла, потому что есть вероятность большая, что наши стартовые точки, допустим, порядок элементов или или количество узлов и так далее, будет не соответствовать между мастерами, и в общем мы замучаемся исправлять все эти недочеты, поэтому самый простой вариант — это просто клонировать текущий слой с жирным начертанием и подвинуть все узлы в каждой букве так, чтобы они были более тонкие, и при этом у нас сохранится и порядок элементов, и стартовые точки, направление контура, и в принципе содержимое двух разных слоев будет идентичное, просто рисунок будет отличаться. Поэтому вариативность, интерполяция будет происходить без каких-либо проблем и дополнительных усилий. Основные инструменты, которые мы будем использовать для создания букв, мы уже с вами разбирали в первом курсе, но, предположим, вы его не смотрели. Поэтому, во-первых, желательно вам пересмотреть, если вдруг вы еще не видели, разбор инструментов панели Toolbar в FontLab по 7-й версии этой программы. И это первое. А второе, дальше в следующих уроках я буду повторно разбирать большинство из этих инструментов, но учитывая, что они в 8-й версии немножко отличаются и к ним добавились дополнительные какие-то настройки, это как раз будет полезным закреплением, так сказать, информации, которую вы ранее уже видели. Для того, чтобы создать новый слой или клонировать текущий, нам нужно выбрать его на панели FontInfo в левой нижней части. Выбираем его, нажимаем плюсик. Здесь нам FontLab предлагает сделать различные манипуляции. Мы можем создать пустой мастер, можем создать мастер, но не вставлять в него глифы, которые существуют, уже имеется в виду сами ячейки. Можно создать ячейки, но не вставлять в них текущий рисунок. А можно сделать как раз его полную копию со всем содержимым один в один. Здесь еще можно копировать из других шрифтов, нас это сейчас не интересует. Выбираем этот пункт, нажимаем его, и FontLab нас спрашивает, а что нам сделать с этим мастером новым. Я могу нажать ОК, тогда он создаст его клон, полный клон, но это не очень хорошо, поэтому я сюда пишу Light. В выпадающем меню могу сразу выбрать этот пункт. Это позволит нам создать второй мастер, поэтому я жму ОК. И теперь у нас автоматически добавились сразу все настройки этого слоя, так как FontLab знает, что Light ему на оси вариативности соответствует значение 300, и он сразу подтянул все эти значения. Мы видим, что ширина норма у нас остается как есть, а зато здесь Light сразу значение 300 выдает. Можем это обновить, это мы менять не будем. Но если зайдем в оси, мы сразу увидим, что он подтянул нам еще и ось, то есть он сразу ее создал, исходя из тех значений, которые у нас в настройке проекта. И в мастерах у нас теперь две позиции. Instance пока он ничего не делал, поэтому нас интересуют эти настройки. Зайдем сюда, посмотрим, здесь все точно такое же, здесь все то же самое. Теперь нам нужно, в принципе, настроить, но настроить нам тут особо-то и нечего, потому что все уже подтянулось. Если бы мы создали новый слой, тогда нам пришлось бы вручную все выбрать. Каждый пунктик настроить по отдельности, но FontLab справился отлично, поэтому жмем ОК. И в принципе у нас второй мастер готов. Теперь посмотрим на панель Layers and Master. Выберем любой глиф, и мы увидим, что у нас теперь здесь появилось два слоя. Один Bold, другой Light. Они оба у нас набраны жирным начертанием. Видно это здесь и здесь. И они у нас светятся зеленым цветом. Это говорит нам о том, что они полностью между собой совместимы, все работает как надо, и даже у нас есть слой Instance, который сигнализирует о том, что, скорее всего, на 99% вариативность работает как надо. Но мы уже с вами проходили то, что некоторые отличия могут быть, какие-то искажения. В общем, в текущем варианте он сделал его полный глиф, поэтому, разумеется, несовместимый, и все хорошо, ничего здесь больше особо добавлять не нужно. Поэтому давайте сохраним этот проект. Так, Ctrl-Shift-S, открывается окно. Здесь мы можем, допустим, ставим дату и пишем в комментарии
Что мы в этой версии сделали? Это такой ключевой комментарий, ключевой момент перехода этого проекта в вариативность, поэтому вот здесь, чтобы отделить вот это однослойный проект от новых вариативных, мы вот такой комментарий прописываем, это помогает нам в будущем потом вернуться к нему, если вдруг потребуется. Поэтому я его сохраняю. Все, базовые настройки у нас готовы, проект сохранен. В панели вариативности у нас появился слайдер, которого до этого не было. И если мы вот сюда проведем, то вот видно, что у нас слайдер работает, до этого у нас слайдера не было. Но несмотря на то, что мы его вот так вот вводим в карте вариативности, либо в слайдерах, у нас ничего не меняется. Это логично, потому что два мастера между собой идентичны, поэтому они как бы технически они меняются, потому что вариативность работает. Но так как они все узлы находятся в одном и том же положении, поэтому, разумеется, мы визуально этого не видим. Но вариативность работает. Вот. Так что давайте просто выделим красным цветом все те глифы, которые у нас уже существуют, чтобы было понятно, что нам нужно исправить, а что уже исправлено. Сейчас пока ничего не исправлено, разве что только можно, это у нас пробел. Пробел можно, в принципе, покрасить в зеленый цвет, потому что тут исправлять-то особо нечего. Он опирается у нас на ширину буквы О, и из нее делает ширину, половинку берет ширины. Поэтому вот это у нас сохраняем и идем дальше. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rare и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовый фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.